Привет! Вы на канале Мари Россо. Сегодня мы снова будем плести трендовое украшение в технике крестик на одной игле. И это фигурка глаза. Сначала я сплела одно колечко и несколько заготовок в другом цвете. Ну а там фантазия как разыгралась, что я сняла целых 4 идеи того, как можно обыграть их и в других изделиях тоже. Ну что ж, поехали! Первым делом необходимо нарисовать или заскринить схему. Ну и определиться с цветом глаза. Дальше нам понадобится леска и иголка для бисероплетения, бисер, буду использовать свой новенький, приобретенный в amarena.com.ua. В предыдущем видео мы вместе с вами открывали мою посылку. В этот раз я осмелилась сочетать несочетаемое, а именно соединить круглый бисер с рубкой. В качестве цветов выбрала золотой круглый, синюю рубку, белую немного с матовым покрытием рубку и черный матовый круглый бисер. Отмеряю леску где-то 130 см, завожу ее в иголку и складываю вдвое. Набираю одну золотую бисерину, протягиваю, оставляю кончик лески где-то 1,5 см и обхватываю бисеринку, заводя иголку снизу вверх. Делаю так 2-3 раза. Вот мы закрепили первую. Набираем еще 2 золотые и заводим в первую снизу вверх. Образовался треугольничек. Прохожу иглой в соседнюю бисеринку, с нее буду плести второе звенье. Набираю 3 золотые бисерины и завожу в исходную с противоположной стороны. Подтягиваем. Получился крестик. Поднимаемся на 2 бисерины выше, поскольку ряд сейчас плетем вверх. И снова набираю 3 золотые бисерины и заводим в исходную с противоположной стороны. Внимание на схему. Задача снова подняться в верхнюю бисерину крестика. Последнее звено этого ряда состоит из 3 бисерин, как в начале, поэтому набираю всего лишь 2 золотых и заходим в исходную. Вот что должно получиться. Треугольник, крестик, крестик, треугольник. Это мы проплели и спускаемся на одну бисеринку ниже. Сделали. Набираем золотая, черная, золотая. Заводим иголку в исходную с противоположной стороны. Обходим крестик по кругу, 3 бисеринки и цепляемся за стенку треугольника. Все как на схеме. Набираем 2 бисерины, золотую и черную. И заводим через 2 золотые. Протягиваем. Снова выходим в верхнюю бисерину крестика. И крайнее звено набираю 1 черную и 1 золотую. Протягиваю в исходную. И вот таким вот образом спускаемся в нижний крестик, чтобы леска выходила с золотой бисеринки. Набираю 1 черную и 1 золотую. Прохожу через 2 золотые, как на схеме. Спускаемся на 3 бисерины ниже. Нанизываем 1 золотую и 1 черную. И снова проходим через 2 золотые. Теперь спускаемся в самую нижнюю бисеринку крестика. И уже с нее делаем крайнее звено треугольник этого ряда. Набираю 1 черную и 1 золотую. Захожу в исходную. Это наш промежуточный результат. Мы сделали веко. Так, это мы проплели. Выходим в боковую черную бисеринку и с нее формируем белый крестик. Набираем 3 белые рубки и заходим в черную с противоположной стороны. Спускаемся в нижнюю белую бисеринку. И с нее наращиваем еще 1 крестик, состоящий из 1 белой и 2 черных бисерин. Протягиваем. Поднимаемся вверх по крестикам
И теперь наше плетение продолжается так же, где 2 бисеринки мы добираем и в 2 существующие затем проходим. Главное смотреть по цветам и отмечать на схеме, чтобы не запутаться. Сейчас я набрала 2 синие рубки. Вывожу леску в верхнюю бисерину крестика, поскольку ряд сейчас плетем мы вверх. Теперь одну белую и одну черную. Снова поднимаемся вверх. Логика здесь простая. Плетем ряд вверх, поднимаемся в верхнюю бисерину крестика. Вниз, в нижнюю, набираю одну синюю и одну черную. Формирую крестик. Теперь одну синюю и одну белую. Протягиваю. Оплетаем крестик по кругу, выходя вверх. Нанизываем 2 белые. И крайний крестик ряда набираю одну белую, 2 черные. Каждый следующий ряд будет начинаться на 1 крестик ниже предыдущего. Поэтому сейчас спускаемся на одну бисеринку ниже. Вот так вот. И набираем одну белую и одну черную. Треугольничек есть. Дальше нанизываем 2 бисерины. Белую и синюю. Спускаемся вниз для подальшего плетения ряда. Нанизываю черную и синюю. Протягиваю. Затем 2 синие. Формирую крестик. Синие нам больше не понадобятся. Теперь набираю 2 белых стекляруса. Уже вырисовывается глазик. Этот мы сделали. И для последнего звена этого ряда набираю всего лишь одну черную бисеринку. Поднимаемся в белую бисерину, нанизываем белую и черную. Заходим в исходную. Треугольник готов. Для следующего крестика нанизываю одну черную и одну белую. Обхожу по кругу и выхожу вверх для формирования следующих. Этот сделали. Теперь наоборот. Набираем одну белую и одну черную. Не забываем хорошенько подтягивать. И последнее звено. Набираем одну черную и обходим по кругу, проходя через 2 белые бисеринки. Главная заготовка глаза готова. Смотрится уже круто. Можно было бы оставить и так, но я хочу, чтобы моя фигурка твердо держала форму. Для закрепления лески нужно немного погулять по бисеринкам. 5-7 штучек. И обрезать край лески. Второй край лески, что была в начале плетения, аккуратно обрабатываю огнем. Понадобится 2 такие заготовки глаза. На второй леску оставляем. Вот пример того, как глазки могут смотреться, если плести их в другом цвете или из бисера одинакового калибра. Складываем вместе и выравниваем 2 заготовки. На обеих есть выпирающие бисеринки. Они должны расположиться друг напротив друга. Практически везде они черного цвета. Для лучшей наглядности свои глазки я вот так вот разложила.
Выводим леску в одну из таких черных бисерин, набираю одну белую и завожу в зеркальную бисерину второй заготовки, собирая их в крестик. Снова набираем одну белую и завожу в самую первую бисеринку. Получается, что ходим мы только по кругу. Теперь обходим этот крестик и спускаемся вниз для создания следующего. Выходить леска должна с черной бисерины. Набираем одну белую и заводим в черную зеркальную на второй заготовке. Подцепляем белую из предыдущего крестика. Снова ходим по кругу. Мы всегда ходим только так. Вот что получается. Предлагаю просто хорошенько всмотреться в мои действия, ведь они постоянно повторяются. А сам принцип создания крестика здесь точно такой же, как и в начале. Мы как будто бы прокладываем белые мостики, всегда добавляя по одной бисеринке. Вот тут единственное место по расцветке, что мы в белые бисеринки заходим. Но тут тоже все очевидно. Так мы проплели, перешли на угол глаза, и вот после белого крестика я всего лишь один раз набираю белую. А дальше все веко аж до следующего уголка заполнять буду золотым бисером по такому же принципу. И для последнего крестика добор бисеринок не нужен. Просто пустой леской проходим в образовавшиеся 4 бисеринки, объединяя их. Для закрепления хаотично проходим в несколько бисерин и обрезаем край лески. Сделаю колечко из этого чуда глаза. Беру маленькие бусины под жемчуг и этот же золотой, а также леску сантиметров 30. Захожу в крайнюю синюю бисерину. Складываю оба конца лески вместе, продеваю их в иголку и нанизываю. Жемчужная бусинка, 2 золотые бисеринки. Снова 1 бусинка, 2 бисерины. И так до тех пор, пока этого не хватит, чтобы обхватить мой пальчик. После чего захожу в крайнюю синюю с другой стороны рисунка. Вот таким образом. Примеряю. Убедившись, что размер правильный, прохожу через несколько бисерин и повторно возвращаюсь, чтобы еще лучше укрепить само это колечко. И закрепляю леску. Я очень довольна результатом и тем, что мне удалось в такой технике плетения скомбинировать круглый бисер с рубкой. Ведь именно она дала такого нереального мерцания глазу. Но на этом колечке я не остановилась и решила показать вам еще варианты, как интересно можно обыграть такой глаз. Я взяла голубой глаз, 1,5 см тоненькой цепочки, несколько стеклянных граненых бусин и 1 бусинку каплевидной формы. Немножко колдовства и, о боже, это мой фаворит. И я не рассчитывала, что получится настолько красиво. Оно прям какое-то хрустальное получилось.
еще и с этим нежно-голубеньким цветом. В качестве колечка я чередовала. 1 бусина, 3 крестика. Бусина, крестики. Цепочку пришила леской. Капельку к цепочке тоже. Третий вариант. Думаю, тут можно догадаться. Я взяла глазик цвета виски, страз конусной формы, нереально сверкающий, и основу для броши. И вуаля! Маленькая, неординарная сверкающая брошь станет украшением не только для одежды, но и для сумочки или пенала тоже. Кто-нибудь остановите меня! 4-я идея. Я взяла зеленый глаз. Он мне тоже очень нравится. Жемчужные бусинки разного размера, несколько зеленых бусин и застежку. Нанизала это все в рандомной последовательности. И ура! У меня есть новый, стильный, супер модный чокер. Вот видите, как можно по-интересному и совершенно по-разному преподнести одну и ту же фигурку. Пишите в комментариях, какая из идей вам понравилась больше. Колечки, подвеска или, может, брошка. Скоро мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Россо.